Ох, Марат, у нас сегодня столько риса, что прямо аж вываливается из пакетов, ребята. Ты что? Короче, вот этот вот пакет, спасибо, Дима Александрович из Киева, да? Как это, зачинщик всего этого хипиша. Да. Привез, ребята, то, что я сказал, когда, помнишь, нам с Харькова передали, бабах-трахбах. И люди такие услышали и начали нам аккуратненько привозить. Теперь Киев привез настоящий ферганский рис Девзира. Елки ты палки. Дальше будет говорить Марат. Или поздороваться надо. Что надо? Поздороваемся. Друзья, всем привет. С вами Детский Рыбан. Привет, мои хорошие. Эх ты, Марат. Всем шалом. Мы начинаем. Не, надо уже нового человека сюда, понял, третьего, потому что я уже не вывожу, короче, сильно много. Дубль первый, кадр первый. Сегодня очень серьезное мероприятие, камера, мотор. Марат. Катя, а ты в гостях. почему обувь не сняла на наш ковер? Только мы имеем право ходить в обуви. Новый ковер. Сейчас разуюсь, Новый Маратик. ковер. Ты что, Катенька? Ты понимаешь, с каким Ты глубоким мне лучше уважением мы подошли? Скажите, у кого должна быть какая-то площадь этого ковра? Нормально. Ну, таких же комнат не бывает. Это обыкновенная коммунальная комната в квартире, там, где много соседей. Что? Ну, сколько здесь метров? 6 на 3? Не в метрах дело. Представляешь, как удобно? Что один ковер у тебя, спальня, кухня, туалет и прихожая. чай попить Постелил, по-узбекски. и все нормально, да. Не, а мы с тобой сегодня плов поедим, по-одесски. Так что, ребята, как это, с глубоким уважением, welcome to, к нам в гости, правильно? Тузы-клуб. To the club. Клаб, да. Ладно, рассказывай хотя бы что-нибудь. Что-нибудь. Где ты родился, состав семьи? Ребят, плов сегодня ферганский, мы уже готовили. Вкратце расскажу, в чем отличие от узбекского, ташкентского, самаркандского. Тут, во-первых, рис Девзира. Не забывай еще килийского. Есть всем известный килийский рис. У А нас вы ни тоже. разу не Девзира. готовили? А? С килийского? Готовили. А, с килийского нет, с Девзиры готовили. Мясо нарезается мелко. А самое главное отличие. Сначала обжаривается лук, потом добавляется Курдюк. мясо. А А не курдюк наоборот. Поняла? А курдюк? Курдюк всегда первый. Кать. А у нас сегодня есть очень немаловажная фишка по поводу курдюка. Так что, смотри, что он делает. Молодец. Вот стоило мне в рынду дать, как смотри, уже не остановить его. Ах, вы красавцы. Ребята, чтобы у всех в голове вот такие звуки были. Мгм. Хорошие, добрые, теплые звонки. Что, я могу поджать? Можешь. Все, по поводу курдюка я вам сейчас расскажу, что есть очень таки интересная фишка. В негорячее масло мы будем опускать курдюк. Я хотел это чуть позже рассказать. Я вам Дай всё 5. рассказал. Я только с тобой в разведку ходить буду. Тут такая вещь, ребят. Лук опускается первым, и цвет плова будет зависеть от того, насколько будет прожарка лука. Кто-то немножко сильнее обжаривает, кто-то слабее. Вы увидите, как я буду сегодня делать это. Но будет красиво и будет вкусно. Главное, с луком не переборщить, потому что очень много сахара в луке. Если вы переборщите с луком, там есть умники, которые пишут, что лука надо столько же, сколько морковки, то есть столько же, сколько риса. У нас сегодня 6 килограмм морковки, 6 килограмм риса. Ни в коем случае. Вот на килограмм лука, ну максимум средние 1,5 луковицы, не больше. Да не На надо килограмм умничать, морковки, не наверное, надо Марат. умничать. А? На килограмм На морковки? килограмм риса. А, вы сказали на килограмм, короче лука, да. говоря. А я просто таким, как ты говорю, не надо На умничать. килограмм риса, на килограмм мяса 1,5 луковицы. Что тут средние. непонятно? Я вот слушаю, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Главное, чтобы Слышь, костер... повар без Тебе масла. вообще Давай- не свойственно ты поджиг. считать. Я оделся не просто так все в белом, потому что сегодня, Ну сейчас ты умрешь. боженька, У нас сегодня аномально жарко, ребята, в Одессе. 30, а ощущается как 36. я не хочу... Все текают, короче, даже африканцы А эти, текают к себе домой. огонь разожгли. Вот я сейчас уже... Боженька, дай мне терпение, пожалуйста, я сейчас все это выслушаю. Вот, ты уже Я потерял. сейчас выслушаю и скажу. Я могу сказать? Да. Вот все, что вы наговорили до этого, я все это вырежу к ядрине фени. И вот на этой, подожди, не трогайте. И вот на этом кадре я остановлюсь и типа там дальше. Сегодня у одного замечательного человека, точнее в семье, готовится праздник. Наш Женя Так, не повез будем. Надю в роддом. Все, поэтому я оделся во все белое. И чтобы как это... Быть при параде, мы сейчас только приготовим и сразу поедем туда под окна орать песни. Эх ты, Надя, Надя.
с ляганом плова. Да, так что встречайте. А то, что вы там наговорили, слава богу, что я ничего не запоминаю. Так, здесь все горит, пошло-поехало. Что, эх ты, где? А курдюка немало или хватит? Или для аромата, да? Хватит. Сегодня у нас что? 6 килограмм. 4 мы бы приготовили из этого киевского, настоящего Но у нас ферганского полный резерв, плова. короче. У нас не хватит 4. Я тебя перебиваю сегодня? А, Дай не, поболтать. говори. Не, у нас еще вон там рис. Ну ты говори то, Тоже что я дизера. начал говорить. Ну давай. Ну ладно. ты Давай что? по очереди, Не давай. обижайся, Я правда. вообще не умею обижаться, ты что, я просто жду. Что? Я просто жду. Слышите, он со вчерашнего вечера не разговаривает со мной. Я просто жду. А что такое? Наказал меня. Недостойно. О. То-то я смотрю, ты сильно наказан. Это я вчера предложил, говорю, давай в Вилково съездим на рыбалку, Сом пошел. Так Туда-обратно. Я тебя сейчас тоже буду наказывать. Сережа, можно? Ты Марат, нет, можете собираться на можешь такси сразу с ней и не вперед разговаривать. на пару вдвоем. Можешь сразу с ней не разговаривать. Давай съездим на денек. Как? Да. Под небом голубым Да ладно, ты есть Гребенщикова город с Золотой. Девзирой. С прозрачными воротами. Забыл. А теперь помолчи. Давай. Все, отошел. Нет, Вам ты уже можешь подпевают. стоять просто или давай порепетируем, или помолчи. Не, Под репетировать не буду. небом голубым есть город с Девзирой, с прозрачными воротами зовется Ферганой, а в городе там сад. Все травы да цветы. Гуляют там животные, и ты к нам приходи. Ладно. Короче, готовить мне с тобой нормально, а петь буду сам. Короче, Я ж не знаю твоей импровизации. правильно. Он и сам не знает, Марат. Гребенщикова, Я ж- это один из моих любимых вообще. А я же не знаю, что Я в голове, знал, вот это этого вообще даже мой рот не в курсе, что там в голове происходит у меня. Ты понимаешь, что-то поется, да и поется. Ладно, разжигаем, все нормально, процесс пошел, да? Да, Все, пусть Изя за меня поет. да. Изя, спой. Поет. Так, все до бубочки, все до рисинки. Ребята, слышишь, по-братски, Марат сегодня пошел на привоз, дабы взять зигера. Хотя в этот плов зигер не идет, А вы да? взяли Максимум там хлопковое Нет, масло. нету. Вот так. Да, а его нет. Это как раз вот это межсезонье. Старые съели, новые еще не приготовили. А Так что люди ждут номер придет. телефона. Так я дам, правильно? телефон Ты взял? есть, я Смотри, взял, Марат да. добыл. Ух ты. Я все взял. Я думаю, щас, пару недель Только зигера должны нету. привезти, да. Ребята, смотрите внимательно, Катюня, снимай медленно, чтобы люди именно все это запомнили. Умит Шахбос. Это два имени? А что ты думаешь, это что имя, разные фамилия? имена. Конечно, это разные имена. Ты что? Эх ты. В каком ауле ты выросла вообще, что ты не в курсе? А знаешь, что произойдет? Сейчас все люди, ребята, звоните, и будет вам счастье. Все позвонят и станут в очередь. А когда мы придем, нам не достанется. Да и не надо. Так и вы Мы вам позвоните. позвоним, вы нам перешлете чуть-чуть. Сколько там надо, да? Вы 100 не грамм на заказали, литр? Марат? Не, я сказал, когда будет, он мне позвонит. А, ну. Пока нету. Через 2, через 3 недели. Сколько у вас уже пловов на канале? Не знаю, много. А вы все, тот еще в мешке хотите сделать, никак не сделаете. Катенька, а где же мешок? Ну что-то там... Я вам его уже купила, куда вы его дели, это уж вы друг у друга спросите, ребята. Как он А по называется? традиции мы начинаем с омывания казана. Это очень немаловажный момент в приготовлении. Я думаю, это нашим телезрителям куда будет поинтереснее послушать все эти важные моменты приготовления великого Ферганского плова. плова. Да. Ребят, в тепленькое масло, не в раскаленное. Обязательно, ребят. Бросаем курдючок. И только так, и по-другому нельзя. Иначе тоже будет не ферганский, а липованский. Бросили? Бросили. Видите, он даже не шипит. Зачем вы тогда его туда бросили? Чтобы он потихоньку вытапливался. Можно также сделать
с водой, но тогда все равно он быстрее будет вытапливаться. В масле или медленно. Это многовековая традиция приготовления плова, как чай. Китайцы пьют. Тихо, спокойно, размеренно, через маленькие чашечки, никуда не торопятся. Через каждую чашечку говорят Вилкова, 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 мы едем в На сома, на сома, на сома. Вперед, Что вперед? вдвоем. Ты нас отпускаешь? Да, ради бога, едьте. Если совесть позволяет, можно куда угодно. Это Даже на Мальдивы, Марат. сарказм из ее губ сейчас. Ага, совесть задела. Да. О, нет, тут куда поприятнее, чем у то. Вот то, если бы не птица, я бы вообще в ту сторону не поворачивался. Смотри, вот еле-еле. Так ты и не поворачиваешься. Адена. Всплывает, видишь? Как пельмешки, ты видишь? Обалдеть, нифига себе, елки-ты-палки, красота-то какая неземная. Ёшкин ты кот. Марат, давай, пока там у тебя не началось, я вжарю сейчас по одному месту. Давай. Оператор, готовься. Скажи мне, я тут, сарпанджа как дам на 3? На 3, на 4, как получится. А может, вот Ну, если я вот это вот обрезаешь. большое дам, Да. и вот так вот, да? Да. Отойди, чтобы не осколками. Я просто хочу, чтобы не разлеталось. Ну, Я кому сказал перед этим только что? Отойди, чтобы сейчас осколками. Я фу, там чувствовал. посмотрите на меня, Марат, я в масле, в этом, в этой, я тебя- в мясе, фу. Да ты из мяса состоишь, елки Кошмар ты какой, что? отвратительно. Ай-яй-яй. Это ж не Стыдоба. рыба с Вилковой, это мясо всего лишь. Вы что, меня дразнить решили, Марат? Вилкова хочу. Кстати, Там. Сейчас винчик там такой замечательный. Сом свежий. Сварили бы юшку. Вот чисто из сома. Ничего воздухом лишнего. Подышать с удочкой, постоять и просто и комаров пока. Там даже не надо сейчас удочка. Просто он там копаешь в колобатине любой. Вот такого червяка зеленого. Именно, понял? Хорошего. Да, и вот под вербу кидаешь, ничего не делаешь. Пьешь стакан вина, только слышишь, именно гнется, короче. И ты, и все. Ну, это же не, это же тоже, это, дурное, так, как прилезет в голову. И шо? Нормально все? Нормально, нормально. Нормально. Медленно, медленно нагревается казан и начинает булькать наш курдючок. Он так медленно растапливается. Слышишь, это прямо какой-то, я не знаю, телевизор. Елки-ты-палки. Где находится эта Ферганская долина? Она граничит как бы с тремя государствами. Узбекистан, Киргизстан и О, Таджикистан. поехали. Салам алейкум, брат. Конечно, ты что, елки-ты-палки. А сколько здесь ехать? Раз-два и приехал. Ты же нас чуть не завезла. Мы когда в Турцию на машине ездили? Чуйскую? Нет, в какую-то страну из этих стран перечисленных. Там просто было направление недалеко. Таджикистан, может? Таджикистан, может быть, наверное. Перепутала с Турцией. Нет, я ничего не перепутал, мы просто близко Не, мы просто проезжали. аж поехали туда, ближе к границе с Сирией, понял? Я смотрю такие направления. Ну нормально, выглядели, все хорошо. Вот у нас красиво там наверху, елки-ты-палки. Марат, а ты знаешь, какая у меня была мечта? А что была? Может, еще и будет. Невоплощенная. Знаю. Вилкова завтра поехал. Тьфу ты. Я не знаю, как оператор. Я уже зациклился, да? Да, я не знаю, как оператора. Я уже устал это слушать, елки-палки. Поедем, даст Бог. А по поводу деревьев этого места. Ладно, потом расскажу. Марат, Казан – это один большой холст, понял? Хотя кому я говорю, ты же еще тот художник. Не закипят? Жарко, что? На самом деле очень-очень. Марат, соль есть? Есть. Лук и рюмка есть. Человек себе закуску готовит. А что, не идет по сценарию потом вот этот вот шкварки из кюрдюка обратно в плов? Или сразу в рот? Нет, это не этот. Вон соль. Это не этот случай. Ну что, вы горячую такое будете кушать? Да, лепешки, правда. Нет, не это. Я теперь понял, что ты начал плов готовить в своей жизни. Потому что не надо ждать
окончания. Финиша, да, а можно сразу закусывать. Типа того. Что-то в этом есть, да? Ребят, Раскусили. чтобы плов получился Давай. вкусный и хороший. О, ты так выбрал красиво, что по-любому получится. Теперь я точно не сомневаюсь. Хотя и до этого у меня такого никогда не было. Так. Марат, я всыпаю лук, да? Ты пока закусывай. Мясо это не сразу. А, подожди. Чиполлинка кинуть, правильно? По традиции. А ворона каркает. У-у-у. Иди посмотри, как здесь какие качели. Надо будет немножко масла еще добавить, Кирилл. У нас есть. Ребят, 300 грамм масла на килограмм риса или мяса, неважно, как вы там считаете. То есть у нас здесь должно быть около 2 литров масла. У нас здесь уже где-то, Кило 825. нет, здесь где-то пол-литра. Кило 600. Чуть больше. Во. Вместе с курдюком. Значит, Сережка, ты наливаешь литр. Литр 200, так вот. Мараджан, даже я Ты что-то хотел сказать? Говори, а я померю температуру. Дымок пошел с масла, вот прям голубой. Что нам рассказывает? 222, 219, 222. Ты еще? Вот само 235. масло. Само масло. Ну, 220. Еще чуть-чуть подымем. До 225? До 200 сколько? 45? Посмотри, какой ты шо, елки-палки. Сегодня прямо он Давай, пусть раскаляется. так красиво работает очаг. Просто обалдеть. Ну я ж хотел на газу сегодня приготовить. Блин, забыл, елки-палки, на той горелке большой. Эх ты, это вот как это? она ж, Традиция, привычка называется такая. Ага. Всё, мы попробуем еще на этой горелке. Еще все у нас впереди. Еще не один плов, ребята. Слушай, мне кажется, скоро Все скоро- просят плов. Там в комментариях все пишут, когда плов, когда плов, когда плов, когда плов. Вот плов. Вот плов. Что за тавтология? Когда плов, вот плов, что? Вот плов, когда плов, плов. Я говорю, так жарко, скоро у меня буквы потекут эти. А я тебе говорил, а ты все про свои белые шорты, белые шорты. Для Нади стараюсь. Наденька, давай, держим кулачки. А кого ждут? Девочка, мальчика? Мальчика. Мальчика? Я думал, интрига. Даже имя уже есть, только я не помню как. Альберт, брат. Жека? Давай, родненький. Кидай уже такая, ты хочешь, чтобы он выпрыгивал этот Чиполлино? Будешь бегать за ним сейчас по стадиону? Много лука сейчас будет. Ничего, и много мяса. Там очень... Катюша, подойди сюда, не стесняйся. Давай, я отойду тебе сейчас. Держи эту лоханку. А я сейчас все... Ох ты, Марат, накочегарили мы с тобой. Вот ты шо. Традиция. Все. Сережка, не отходи, помешивай все время. А, это тот плов. Шо? Ага. Понял? Давай еще чуть подогреем. Обо что это вы, Марат? А в железяку? А, она так быстро нагрелась, да? Да. Так, аккуратненько. Не ставь туда горячий. Она не горячая, все хорошо. Да, я тебе здесь свои руки. Это иллюзия, Марат. Я хотел сказать, ребята, это тот плов, который я люблю готовить больше всего. Его надо мешать, мешать и можно помешивать. Его даже нужно помешивать. Потому что там в Фергане все, как я, все любят мешать. И не мешайте мне мешать, пожалуйста. Фергане. А где? Под небом. О, ты запомнил слова? Смотри, под небом голубым есть город с Девзирой. С прозрачными воротами зовется Ферганой. А в городе там сад, цветочки да кусты. Что это такое? Гуляют там животные небесной красоты. Невиданной Сегодня мы готовим Девзирай. Да, проходите, пожалуйста. Вкусный пловчик для тебя. А тут закрыто? Ладно, 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 ладно. Все. Нафиг, я понял. На этом канале я не могу петь. Открываю другой. Здравствуйте. Здрасте, Иван. Таки, здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Вы такие, вот это вы так улыбаетесь, как будто бы мы знакомы, да. Я так думаю, что... Заочно, да. Да, да, лет парочку. Подумали. Тезка. У вас Спасибо на даче огромное. нет кеги. Да вы что, откуда вы знали? Я же не мечтал. Да ладно, Катюня. Офигеть. Елки-палки. Какое это? Чешское? Да. Ты что? Ну, это я не знаю. Это вам, конечно, вот профессионально говорят, что это классно. Здрасте. Андрей, это что такое? Откуда вы приехали? Вот это вы даете.
С Днепра? Да, мы с Ребята, Марат, Андрей, не подсматривай. Дядя Вова, ты шо? А это Катюня. А Катюня? Конечно. Это Катюня. Так вы, Катюня. вы, ничего себе. Это Катюня, Ничего это себе. своими руками сделанное Боже мыло. мой, какая красота. Да, и там свечка Боже тоже мой, какая вы ароматизирована своими молодец. руками. Это все. Что вы нам были Спасибо большое. здоровы. А какой Позвольте ваши кошек золотые красивый. ручки. Спасибо большое. Обалдеть. Хотели мы уже 2 года хотим. Родненький, тебе целовать не буду, просто пожму крепко руку. Спасибо огромное. Обалдеть. Марат, едем на дачу. Не поверят, Я поэтому и закладываю было мясо, сегодня, ребят, да. потому что тут... Все, благодарю. Марат, ты делай рецепты, я встречаю гостей. Ты видел? Конечно, Конечно. Это уже просто. Он поверит, потому что вы уже на канале, так что все нормально. Да, Катюня, сделай красиво. Да перестань снимать, сделай мадам приятно, и потом и мы дальше будем готовить. У Марата там что-то по традиции. Так, улыбаемся. Смотри, я сюда улыбаюсь, а туда сразу ребенку Сейчас, привет передаю. еще раз. Эх ты, Спасибо. так я еще и в рынду дам для него. Все, сняла? Да, сняла. Ребенок, для тебя. Мадам, еще раз. Целую ручку. Присаживайтесь, отдыхайте. Пожалуйста. А мы такие погнали. Присаживайтесь. Что он тут делает? Спасибо вам за- Катюня, посмотри, Марат, аккуратно. Да не меня, его снимай. Я просто начал, ребят, потому что тут нельзя... Правильно, правильно, правильно. Давай, снимай. Тут очень важно, от цвета лука будет зависеть цвет плова. А я думал, что от этого, от риса ферганского. Если что у нас настоящий, мы проверяли, не кирпичом тертый. А, я понял, откуда выражение пошло, ты на кого батон крошишь, понял? Да, Ты на кого кирпич крошишь. Вот смотри, возьми сейчас эту... Лопатку. да, и сделай красиво лук, перемешай, не мясо. О, молодец. И обратно его верни в серединку, да. Вот так. Шикардосина такая. Ёшкин кот, сколько ты мяса набрал. А обалденной красоты красота. Все, не трогай. Мясо не трогай, только лук тебе разрешают трогать. Я думаю, что ты, тихо, не падать. Несостоявшийся беляшист. Так вот беляш выглядит. Ой, я люблю беляши. А, значит, состоявшийся? Да. Давай приготовим. Давай. Все. А вы умеете? А что там уметь? Слышишь? А тесто? Да он почти все сделал, посмотри. Тут главное диаметр выдержать. А? То же самое, только Ты наоборот. мешаешь только лук в середине. Хорошо. Вот так. И косточки зачетные. Ого! Не, казан шедевр, ты шо? Скажи мне, а Наманганская долина от Ферганской далеко? Но это же родственники. родственники, Афган Казан, да. благодарю за этот Наманган. Шо? Кстати, вот этот рис Дерзера, который мы сегодня будем использовать, он на Манганской долине тоже растет. Эй, брат, Алина, мне надо тюбетейка. Все. Вокруг меня столько всего, что по-любому уже надо тюбетейка. Она у нас как раз в этом выставку сделала. Мы остановились в отеле. Вот, Гранд пожалуйста, Марин. вам Мы будет не он. ушли немножко. А, не Алиночка! добавили даже. Елки-палки, Гранд Марин. Урик, салют. Ты шо? Метров. Ага. А мы там тоже были недавно гуляли. Заходишь с правой стороны, у него там стенд стоит. Так что сегодня Алиночка будет в гостях, так что все будет нормально. Шокировала. Говорю, ну надо вот так вот. Да? Везде Алиночка, ты понял? Куда ни зайди, везде фурики от Алины. Ой, Наша красавица. наша красавица. Ага. Ручки золотые. Да ты шо? Все. Нет, короче. Не, едем точно в Вилково. Катя как-то грустно смотрит. Поехали в Вилково, там тоже есть дача, елки-палки. Что нам для сома даже черви уже не надо. Катюня, я иду на вокзал за билетом. Марат, ты что-то очень умное хотел сказать, а ну скажи. Вот позолотился лук. Все, можем мешать его вместе. Он еще будет жариться с мясом. Хорошо, Можем ну короче, уже мешать. сегодня все держим в нотку риса. Цвета риса. Да. А-ля кирпич? А-ля кирпич. Боже, какая жара. Не, боже, я думаю за другое. Знаете, прохладно. Угадай. Вилково, Марат? Не, слышишь, Я сегодня вас я, всех я застану. читал новости. На эти пару дней аномальные жары из Одессы даже арабы уезжают домой, понял? Остыть чуть-чуть. Очень жарко. Ну что, сыпь. Зира, ребят. Первый раз. Будет второй. Вороны прям сегодня каркают так, как никогда. Вы заметили? Слышишь? Специи любимые А их все для больше и плова. больше. Одноклассницы сбегаются. Узнали, да, что ты здесь. Походу, выпускной хотят, наверное, с тобой здесь Наверное. устроить. Соль в этот момент уже можно. Только ты возьми соломку-то на этой штукой. Прямо здесь. И еще чуть-чуть. А ты знаешь, хлебова? какая соль дорогая сейчас в Одессе?
Звони Давиду, Мешай, пусть Серёж. с Израиля везет. Мешай. Мешай, дорогая, мешай. Ой. Вот я не помню, это в самом начале, когда я хотел сказать к этим 4 килограммам, что они, спасибо Диме, и стали Сейчас надо. неотъемлемой частью хипиша. Я хочу наговорить то, что я третий раз уже хочу сказать. Ладно, у нас, я понял, у нас поменялись роля. Теперь, получается, ты меня все время перебиваешь. Говори. Я просто когда вижу, я вспоминаю, что именно по технике исполнения, хочу сказать. У нас сейчас много лука. У лука много сахара. То есть надо почему постоянно мешать, может пригореть. Поэтому, Сережа, мешай. Говорить будешь чуть позже. Понял. Не, я вообще уже, я не люблю уже разговаривать. А давайте одно молчаливое снимем видео. Катя, ты уже это предлагала, у нас не получится. Чего это, смотря как стараться. Отлично. Все. Можешь сказать, и мы будем закладывать морковку. Молчи. Дискотека прямо. Обалдеть. Обалдеть. Катюшка, а? Даже мне Ты понравилось. что там люди пишут, что ты именно самый лучший оператор? Ну таки да. Хотя даже если бы фильмоскопа не было в руках, ты все равно бы красиво снимала. На ногти. Ну какие ногти? Ну, у тебя что на руках, феник? Поэтому и чехлы на телефонах разные. Смотри, тот телефон снимает Инстаграм, а этот телефон снимает для мамы и для всех мам. Ребята, не надо... Марат, чтоб вы были здоровы. Девочки, успокойтесь, где вы там есть? Катюня, ты их Да. уже или позови в гости, или скажи, чтобы давай до свидания. Что ты же их орут не и орут кормишь. уже, елки-палки. Одноклассница. Главное, чтобы не ляпнуло. Ты хотел что-нибудь сделать? Делай. Да, половина И ты морковки. сейчас нарушишь эту дискотеку. Посмотри, Да, посмотри, нарушу, как... нарушу. Ух ты шо. Потому что пора. Ребят, половина морковки, потому что она сейчас уменьшит температуру. Как только температура опять поднимется до нужной, можешь мешать, Сережа, мешать. Потому что у морковки тоже есть сахар. Этот сахар может кристаллизироваться и карамелизироваться. Все время мешать. Это тот плов, который можно мешать. И морковку, и все. Круг заводить. Да? Стареем мы, да. Одно и то же по кругу говорим. А зачем вам медсестра? Ну, чтоб ему клизму, мне капельницу. А что лечить будем? Старческий маразм. Во, именно вот это. Чтобы она вместо твоей клизмы мне капельницу не сделала. Так, ладно. Вообще, в твоем случае, может быть, клизма будет полезнее, чем капельница. А ты что сегодня пьешь? Я пью пиво и колгановку твою. Класс. Собственно, приготовление. А я курить бросил. Молодец. А я еще пока нет. Все? Я созрел? Жажду эту утолить. Иди поближе. Я что хотел спросить, у меня очень важное. Ну вот в Килье, хотя ты не агроном, просто послушай, пока я не забыл. Может, люди знают, подскажут. У нас в Килье очень богатый рисовый край. Рисовые Я знаю, чеки, шикарный очень много рис, вообще. Тут шикарный рис. на всю Украину, даже аж в Китай отправляют наш Думаешь, рис. присадить немножко дезиры? Вот я за это хотел спросить, а чего у нас дезиру не посадить? Чего лазер не посадить? Места Ну, есть. капризные сорта, там, с ними надо работать, наверное. А ты работал с ними? Никогда. А что ж ты говоришь? Люди там есть там рисоделы, подскажите, почему? Вот чисто интересно. Чего не растет? Вот буквально вровень, не больше. Вровень мяса, Сережа, с морковкой. А помешать, Марат? Можно. Все. Все. Засекаю время. Засекай, я могу это уже дело накрыть, и пусть оно себе стоит там. Скажи мне, Не надо накрывать. а что ты не хочешь, чтобы я уже добавил то, что надо? Что? Пусть закипит. Чесноки? Рано. А что? А потому что не кипит, надо закипеть, попробуй. Может, надо будет мешать. А мешать тебе с чесноком будет еще плохо. Неудобно. Чеснок у нас дойдет, по-любому. Договорились. Время у нас. Просто в плове самое вкусное, я считаю, что это чеснок. Потом рис, потом мясо. Такой вкусный. Я знаю, что мы сделаем экзотику. Я тебе- Фаршированный перец хотела? Вместо риса знаешь, что будет? Птитин. Не, я не хочу такой. Ну, как вариант, почему бы нет. А можем положить пару таких, пару таких?
Здрасте, 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 здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте, салют. Мама дорогая, я тебе говорил, надо было раньше начать готовить. Ёшкин кот, ты что, людей? Это все где... Дядя Вова, это что, к вам на день рождения все пришли? Вы с собой с ним много денег, а он не слышит. Ника, сегодня счет дяди Вове, у него вчера был день рождения. Был у дяди Вовы. Вот у дяди Вовы. Happy birthday to you. Happy... Кому, дяде Вове? Нет, 90 ему. Ну, он как это... Он скромничает. Скромничай, чтобы тебе понравится, да, чтобы ты подумала, с 90-летним, не, а вот 70-летний, ай, ты что? Ага. Ага. Что-то сделать. Что-то Это сделать, Игорь не елки. слышит хорошо. Что она там делать собралась? Ага. Игорь, если услышит, то ты как это? Тебя Анджелина Джоли тебя позавидует. Такие С Брэдом Питтом. гэмбы насосет, да. О, Ага. что у меня там? Фу, думал, телефон, нож поплавился. Оператор. Алина в гостях, елки-палки. Фурик с СТО принесла. Ага, мой любимый. А? А что, мой самый любимый? Я этот люблю больше всех. А ты мокрый, голова просто Да мокрая. я мокрый, потому что я потею от вашей красоты. Да, что, подтяжки вернулись на Раз место. ты любишь как бы такой, да, я тебе сделала еще. Еще светлее, еще больше. Тоже Обалдеть! светленький, тоже серенький Нафиг. набьем. Слышишь, тихо, тихо, тихо. только другой оттенок. Марат, Да. чтобы только в курдюк не положить. Другой оттеночек, Да ты что? Да этот еще легче. чтобы была красота. О, все, ты любишь так. Кому я сегодня только руки не целовал? Дайте и вам. Всё, мой хороший, носи Олег, на подходи, я вот это понеслась, Носи на короче. здоровечко. Тише. Это, ну, ты понимаешь, всему как бы есть Это поближе к своя сердцу. носибельность и свой как бы предел. А ну дайте ваши очки гляну. И что там, шикардос? Марат? Дам поносить тебе. Ай, Катюня. Ура. Все. Спасибо. Спасибо, Ром. Слушайте, А Алина, я знаете, жду. что нам Шо? надо сделать? Нам надо вашей любимой девочке вот такую вот Миланька у меня штучечку. на руках снимает фурик для того, чтобы добраться до этой бирки и ее аккуратненько отточить. Я уже замечал. Я ей одеваю, она с себя снимает, переворачивает, берет вот этого родненького, вы же понимаете? Слышишь, надо ездить, вот эту Ей штучку нужна вот залить эта вот силикон. тряпочка. Нет, серьезно. Вот так вот тряпочку она и вот такую вот сеточку. И просто дать, Да она не будет вопрос, играть. это будет типа Не, а я всё-таки- погремушка от Алины Мас. Да, 100%. да, точно. Такое вы еще не делали? Все. Блин, на видное место. Куда? А вот в мой шкаф любимый. Носи на здоровечко. Спасибо огромное. Вот это да. Я быстрее как зеркало. Обалдеть. Так, что, ты попробовал, все нормально? Да? Могу чесночок. И ох ты сегодня, Катюня. Это ты сегодня перец брала? Да. У тебя что, проблемы с перцем? Что ты этот? Да, маленькие есть проблемы, поэтому перчики. Что ты Морщины такие. Да. такое? Марат, ты знаешь, как у дерева, чем больше колец, тем старше оно? Да. Вот по морщинам это опыт. Понял? понял. С каждой морщинкой это... Бомби опыт. Зато посмотри, сколько я их привезла. Не, много не надо. А я для нее стараюсь. Так, чесночки. Слышишь, ну такие бамбульские ты взял сегодня, молочага. Просто шедевр, елки-палки. Как ни странно, но чеснок хороший на привозе заканчивается. Как Да. называется вот этот розовый сорт? Розе. Не, как-то у него есть, не забыл. О, я бы сейчас выпила бы розе. Гарлик розе. Да? Да? Бутылочку мою, Пусть будет Сережа. гарлик грозе. Слышишь Это ж меня? килийский, это у нас все в Килее придумали. Что? Я говорю, бутылочку майот, пожалуйста. Розе. Ё-моё, да? Ё-моё. Она это имела в виду? Ага. Так вы сказали, что ж. Может тебе шаба? Брют. Не. Марат, ну штук 5, потому что у нас, ты посмотри, у нас только Вова, дядя, с Андреем по 2 перца на лицо лупят. А с виду не скажешь, что они по перцам, ты понимаешь? Раз, два, Они же Три. маленькие, поморщенные, Маратик. 4, 5, 6, брат, 7, смотри, а? О, Хорошо. ты что, мне Майя завидует. А попробуйте его, может он не горький? Перец? Да. А ты когда покупала, что не пробовала? Я не пробовала. А ну давай. Ребята, только для вас. С другой стороны. Я буду перец из твоих рук Помыть кусать. руки перед тем, как ребенка брать обязательно. Катя, Обманули тебя, Катя. не, У меня сладкий. ты мой попробуй. Ну хватит уже перцами меняться или Не, у мериться. тебя сладкий, а вот у меня немножко, Чуть-чуть. чуть-чуть, легой.
Хорошо. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Не, подожди. Что? Ты глотни сначала, что ты во рту держишь. Нет, Серега, ну это не перец. Это так. Баловство. Вот там есть коробочка, Катюня, прости. Кстати. А ну, А ну где давай, она? иди сюда. Вадя. Нет, А хороший. где Катюня, прости? Хороший, но мягкий. Я же шукаю. Вот кулечек, вот же кулечек написано. Катюня, Да прости. подожди, вот и он, а вот и он. Вот написано. Катюня, Катюня, прости. Марат, иди сюда, родненький. С Израиля. А, Друг твой, ты Вадюнечка. хочешь сделать весело всем сегодня? Давай бахнем. Подождите, я вам дам воду. Сейчас Катюшка там одной рукой за ребенка договаривается. Нет, я не весело. Главное, чтобы ты его выловил. Кать, Чтобы он не растворился там, иначе... 3, 4. Да. Раз, два, Дети ждут плова, 3, если что. 4. Ну, значит, как, у нас будут ферганские дети, потому что все любят острое. И наши будут тоже. Все? Да. Становиться, говорят, Серега, разбавь мне это чем-то, пожалуйста. Чтобы вы знали, этот столик называется херсонский, потому что мы херсонцы. А, ты что, так у нас одесских... А, ты что, снимаешь? Оператор, успокойся. У нас одесских, походу, нет. Днепр, Херсон, Киев. Не, вот ребята тоже вот со Шри-Ланки приехали сегодня. Андрюха, ты что такой угрюмый? Дай тебе перец полезать. Ну, на, что ты как этот, елки-палки. На тебе. Очень острый. Куда тебе? Класс. Сюда? Все. Вы лучше по чуть-чуть Ребята, вы попробуйте. острое не любите? Давай. Ну, вот такое, хорошее. Есть вот это вот с пулей, а есть вкусный. Ты, ты видишь, тебя правильно подсказывают. Ляпнуть или зубочисткой? Лучше зубочисткой мазни. Все, давай. Опача. Все, я тебе много не дам, потому что больше нет. Да я шучу. Будет мало, зови, я тебе налью. Так что все будет нормально. Что у тебя? Ой. Ты уже поел? Хотел тебя с днем рождения поздравить. Перцем. Вкусный? Это с пулей, да? Нет, это без пули. Потом ты, когда у тебя это пройдет ощущение, то я тебя с пулей угощу. Давай сразу, все, я понял. Галкин, елки-палки, ты видишь, какой движ Париж? Надо еще перец, заканчивается. Да ты этот закончишь Да я сначала. шучу, что ты как это. Это вкусный. Да, это вкусный. А это с пулей. О, все. Ты ж девочкам дай же, ты как сам в себя. Все в себя, там в себя, елки-палки. Согласен. Андрей, что тебе добавить с пулей? Не надо? Дядя Вова, с днем рождения. Хотите? Все. Такое. Память про тебя будет. О, шикардос. Что, другой раз? На 51? А, я понял, с пловом? Давай. Сиди, не убегай, все нормально. Что у вас? Кому добавить? Вот это лето? Да ты спроси, любят ли люди. Не, если ну. не хотите, то все, тогда я Это я к очень вам. остро, вы только не... Это и остро, и это и вкусно. Вот так вот. Я немножечко сбоку, я же не заставляю Видели, людей. чтобы он это ел? Все, кому сколько надо, столько этот. А почему ты никогда это не употребляешь? Потому что для меня важно мнение людей. Правильно? Не в себе счастье. Я расскажу одну больную историю для меня. Никому не хотел рассказывать. Как-то я раз угощал людей, и у меня вот случилась вот такая вот беда. И я потом пошел аккуратненько, быстренько в туалет. И дальше я рассказывать не буду. Вы не понимаете, что там было, это пипец. Я имею горький опыт, теперь как это я могу? Это... Да у меня прожгло насквозь поясницу, еще и соседям досталось. Пойду помою сразу, потому что ну его в баню. Вот это было, ох, горело там. Оператор, Что? барабанная дробь, елки-палки, это что, Галкин, ты? А? С Америки приехал, ты видишь? От кого? От Королева, о, точно, елки-палки. Я только сказал, что соуса закончились. Иди сюда, не стесняйся, распаковочку снимем. Пока Марата нет. Это смотрю, сегодня у меня в телефоне сообщение. Липованчик, одевайся красиво, до тебя посылка едет. Ну так я оделся. Шо это? Так ты шо там такое? Надо было еще красивее одеваться, ты понимаешь? Ребята не знают кого, но просто огромное спасибо. Я даже не знаю, как вы нашли этот... Шо это? Нет, точно Галкин. Ты шо, убийца ртов всего мира. Братик, побереги людей, что ты мочишь, ты понимаешь? Ход, соус. Марата нема? Давай скажем, что Гранаты там. варенье заехало. А-а-а! Ты шо, я как будто бы чувствовал. Вот это да, вот это да, вот это да. Вот это да.
Ребята, доедайте то, что я вас Да тут угощал. написано тебе Андрей, все, вот, понимаешь? что написано? Уважаемый одесский липован, Серега и Катюня. Спасибо Оператор. за позитив, добро. Вот возможность получить коллекцию острых соусов от американских бойцов. Я ваш зритель Светлана Липован из Измаила, Рочестер в Нью-Йорке. Сытик. А там еще что-то. Здравия желаю, товарищ Светлана. Ёшкин ты, что-то она была здорова. Пипец, спасибо огромное, Андрей. Короче, я выдергиваю чеку, понял? Ты ложишься там и открываешь рот. И я кидаю, короче, и по-любому, брат, попаду. Ты что, вот это да? Офигеть! Инструкция к использованию. Они что, могут шандарахнуть? Могут шандарахнуть. Галкин, извини, отбой, это не ты. Обалдеть, Светлана. Как это читать? Смерть написано. Да? Да. А это вы не смейтесь, я иду к вам сейчас. Ага. Вот это да, я в шоке. А ну-ка, как это все дело делается? Вот Ну это не поломай, там посмотри инструкцию, как надо Да там крутить. резьба. Вправо или влево. А, не, нормально пахнет. Правильно? Ну, это давай табаско. попробуй уже, хоть Табаско. один. А ну на мизинец, ты Давай. будешь первый, давай. А ты Всё. не хочешь попробовать? Я его ноготь лизнул. Ну, табака. Такое себе. Так, Знаешь, что надо попросить? ща, а ну. Лузиану или Red Hot? Попробуй вот этот. Вот давай, подожди, Андрей, а ну-ка, давай, твоими губами на весь мир. Особенно скажи, Галкин. Галкины. Галкины. Нужна Ты что, надо Луизиана попросить Луизиану или- Red Hot. Red Hot. я. А что вы сразу Red Hot. заикаться стали? А что, а потому что рот И нормальный. тогда мы сделаем Это граната. На, вот это оригинальные попробуй. крылышко И будет Buffalo. тебе. Короче, Buffalo Wings. 86. Да, серьезно? Ты понял, почему мы до сих пор Buffalo Wings не сделали? Потому что у нас нет оригинального Луизиана и Red или Плохим Red Hot. танцорам Red знаешь, Hot, что мешает, да. Сережа? Гранаты? Да. Андрей, не уходи, тебе есть что еще пробовать, подожди. Что такое? Это А это что-то непонятное, но не очень, я думаю, что. Макай. А, ну это халапеньо такое. да. нормальное. Ну, Но- вот но это жжет, завершающее, нож. давайте. Это, наоборот, было первое. Звенит, как будто бы все нормально. А это что у нас? Это красное. Кетчуп американский. Это нормальная тема, что ты там читаешь, смотри. Что-то там с Измаила, понял? Он с Измаила. Все. Да угощайся, у дяди Вовы было день рождения. Что? Это тот человек, чей рот вообще не боится ничего. Особенно А ты перца. можешь попробовать Вот не уже? думал, что мужчине такое скажу. Что, я? Да, ты. Кать, я тебе что, уже не нужен? Живи тогда с Андреем, он нормально пробует. Андрей, Сладкий. Екатерина, вы будете жить вместе. Совет вам до граната. О, вернулся. Марат, пока у тебя руки заняты, на. Граната есть. Пока тебя не было, мы с Катей заказали у узбеков специю к плову. Попробуй аккуратненько. Сейчас ты. Ты не поверишь. Просто Ты мы принес, что ли? Нет, я тебе сейчас объясню. Это американские бойцы. Вкусненько. Но не остренько. Да подожди ты. А что ждать? Американские бойцы Светланы из Измаила, из Луизианы, понял? А кто вам там написал, что это должно быть остренько? Вот мне очень- интересно это очень- знать. Это очень вкусно, да. Написано hot sauce. Ну, может, там Я и сказал. написано. Там люди написали, что должно быть вкусненько, Вкусненько, очень а не вкусненько. остренько. Светланочка, это очень вкусненько. Даже я вот лизнул, и у меня все нормально. Он Осталось. теперь будет регулярно лизать, Светланочка. Много гранат прислали? 3 бомбы. Да. О, 3. Катенька, Спасибо огромное от души. Что? Огромное Покажи. спасибо. Ты Покажи, что, весь пожалуйста, кирпич сюда. смыл? Аккуратно, здесь горячие сосиски Давид принес. Вот чем отличается настоящая дивзера от поддельной, которые, как ни странно, иногда А у красят. тебя что, есть поддельная? Нет, у нас А как нет. ты будешь сравнивать? Я видел такую. На каждой резинке есть вот такая полоска. Катя, оно у тебя сейчас зум серьезный? Я только что показала полоску. Нет, подойди, пожалуйста, просто уважаемые люди с Мне усами. жарко от вашего гриля. Вот, посмотри, видишь полосочка? На Вижу, резинке. Марат, не надо мне Не засовывать дергайте туда. ваши пальцы. Ребят, промывал очень долго и с наслаждением. А я думал, ты Прям уже... как любимую женщину. Я думал, ты Снизу уверен. вверх, Я думаю, снизу ты вверх. больше, Марат. Знаешь, так это. Света, А ей не он больно вас было? что, намывает? Раз 6 промывал. Ей не больно было? Сначала идет Снизу цвет вверх. коричневой воды. Вот когда бледно-розовый появится, все, можно уносить. Вы Светку тоже так Не, купаете, я Марат? даже думаю, Светку это ж... купаю, да, только у нас ванны нет, я ее под душем купаю. Не, я сразу думаю, это ж по каким женщинам вы покидала, что говорит, сначала цвет коричневый, говорит, из них выходил, а потом вот это вот нормальный. Светло-розовый. Все,
нам давай заканчивать хихикать, нам пора работать с пловом. Марат, я сегодня даже и не начинал хихикать. Сегодня чисто серьезное мероприятие, ты видишь? Ты видишь, такое передали, такое передали. Не, очень вкусное, очень вкусное. Братик, конечно, да, с удовольствием. Давай. Сейчас, Марат, давай, иди сюда. Прыгай нам на ручки. Да нормально, все будет нормально. Братик, глазок потереть или нормально? Нормально. Все, шикардос. Остальное увидишь на ютубчике, так что да. Там в хорошем качестве. Давай. Быть добру. Так, чао какао, это сюда. Что еще? Американские коробочки, специи, письмецо. Все. Еду в Америку. Она мне сказала, что бутылки пустые, надо по-любому ей вернуть. Понял? Что надо сделать тебе? Перец доставать? Воды, поэтому доставай все, быстро будем Да засыпать. это она тебя перец, снимает. Тихо, это все нормально. Мы воды добавим, все будет хорошо. Блин. Оператор, снимаешь? Снимай, моя хорошая. Давай, все будет. Вырежешь потом, как Марат там И тебе. вот это вот. елки-палки. Я тебе сейчас скажу другое. А ну выруби. Дела серьезные. Что, он дойдет этот А, все, чеснок, все, поверь все. мне. Хорошо, говорить больше ничего не буду. За это Всё. не переживай. Вообще, ребята, если у вас сухой чеснок, поплюйте на него. Не забудь 4 тех маленьких остреньких перчика достать. Марат, Девочка моя, контролируйте. все Я- будет в я их порядке. вижу, Катя. Визуально. Деревья нас в дорогу провожали, мальчишки нас толпою окружали. А зачем вы включили этот гриль? Откуда Открыли его? мы шли, отвечали. И ждете чего? Мы из Одессы моряки. Хорошо, маленьких вот этих вот обожги свой рот перцев из Израиля. Сколько было? 4. 4. Вон еще один. Теперь точно знаю, что 4. Все, родненькие, у меня все готово. Ага. Понаставляют своих здесь килограммов. Один раз перемешай. Понял. Ай, Марат, вот это мед, вот это мед. Ты посмотри, какой шикардос. А? Тебе там высокогорные ладошки потом надо будет сюда добавлять? сейчас буду добавлять. Мне нужно будет поднимать огонь сейчас. У тебя дрова У присутствуют? меня не дрова, я сейчас только открою вот эти вот поддувала. Отойди. Как это? Когда у этих ракет космических называется. Открыл и все. И началось. Мараджан, что у тебя там? Все нормально? Да. И у меня сосиски. Давай, я потом дожарю. Показывай, что надо делать. Ребята, Катюня. Черный барбарис, ребят, сначала. Ага. Перед закладкой риса. А теперь драгоценная зира, высокогорная узбекская из Израиля. Марат. Не забыть сказать Давиду, когда он поедет, чтобы он приехал не просто так. Бомби рис. Ага. Ребят, огонь мы подняли на максимум. Катюня, пардоньте. Опача. Вот ты, Марат. Аккуратненько понемножку закладывай, да. Ты шо? Не, я кайфую вообще. Чтоб ни одной рисинки. Димочка, благодарочка. И Федя у тебя красавец. Такой рис привезли. Так я все-таки теперь, если ты не перебьешь, договорю. Вот эти 4 килограмма и сделали вот этот вот сумасшедший праздник для хипиш в людей, да. Одессе, да, что нам пришлось добирать еще на привозе Девзиру, потому что людей столько, вся площадка, вся в броне, и все хотят отведать такого замечательного ферганского плова. А где ты еще в Одессе, спасибо тебе, больше нигде? Вообще не знаю. Слава Богу. Что-то у Катюшки что-то сегодня случилось. Наверное, тоже про Вилкова мечтает. Где-то в глубине души, молчит, понимает. И да. молчит. Молчит, как рыба об лед. Или комментариев перечитала, или за Вилкова мечтает. Лучше второе, конечно. А может, за Надю переживает. Кстати, не пора позвонить в роддом? За Надю Женя сам позвонит. Мы все за Надю переживаем. Наша ты хорошая. Ребята, те, кто не знает Надю, вам таки надо знать. Вот ее инстаграм. Посмотрите, Вот её как она Инстаграм. скакала до последнего дня с животом. Ну, я честно, вот, Наденька, снимаю шляпу, ты у нас золотой человек. Но таких не бывает женщин в мире вообще. Она беременная, еще и фитнес-инструктор, тренер, не знаю, просто хороший человек. Вот такая осиная талия. Необыкновенной красоты человек. И до последнего она беременная преподавала. Кстати, она новый курс придумала. Фитнес для беременных. Да, осталось запатентовать только. Наденька. О, Марат.
Давай я, чего ты как это тоже мне не даешь не поговорить, ни рисом заняться? Тут некогда говорить. Сенсей, позвольте, ёшкин ты кот. А что, нельзя с этой водой туда вылить? Ты шо? Еще звервак не взял рис, как говорит Марат. А вот когда возьмет, тогда уже будем добавлять, правильно? Все. Выровнять рис сейчас надо. А это уже ты бери вон шпатель и штукатурь, мой родненький, иди сюда. Давай, как там меняются эти танцоры? Право-лево, право-лево. Я пока тут на рыбалке буду рис вылавливать, Подожди, Женя, а наверное, ты уже бегом отвечай. А ну. Точно. Родила? Жека, давай. Ой, Надя, давай. Женя, ты в прямом эфире. Да, алло. Что там, говори, давай бегом. Уже. Happy birthday to you. Как назвали, брат? Как назвали Надю? Как назвали Надю? Подумаем за Мирон. Мирон. Мирон, Ферганский. Все, я понял, брат. Прекрасное Нормально, имя. у нас за это Всё блюдо в порядке, есть уже. Как Надя Красавчик. себя чувствует? Вообще отлично, порядок, родила без никаких проблем. Ребята, поздравьте, пожалуйста, Надю, елки-палки, ты что? Наденька, ты наша хорошая, родила Мирона, красавица! Надя! У-ху! Наши поздравления тебе, Наденьке. Давайте, приходите на плов. С Мироном, брат. А? И доктора возьми. Давай, родной, ждем тебя. Возьму давай. детей, приду. Давай. Любим вас, поздравляю. Отвеймей стрим, Мирон. Родилось! Ура! Наливай, Марат. Сейчас. Давай, Сейчас надо с рисом Вот поиграть. если бы вы рожали, вы бы не наливали, наверное, бы. А я рожал с ней 2 раза. И что? Видишь? И продолжает Ты наливать. знаешь, как это нелегко? Быть доктором в это время, когда на тебя муж смотрит. А ты себе думаешь, что он так смотрит на мою жену, понял? А там же ребенок. Ребят, рис разравниваем, но сильно не прижимаем. Вот так полигонечку, так ласково. Ласково. Все, Сережа. Очень важно. Марат сегодня тоже в роли ударе. акушера, да. Я такой Он, счастливый за Надю, он за принимает Женю, роды и за у наш Девзиры. плов. Мгм. Дай мне водички. Хорошо. Попить? Нет, налить. Так вон там у тети Сони есть. Так, давай, сколько? А ты будешь шлепать его по жопе? Немного. Или ты помнишь? Немного. Я знаю, покажи людям. Многие же не знают, что ты вообще умеешь готовить плов, а тем более, как проверять, когда надо добавить воды. Вот шлепай. Ребята, смотрите, это когда сухая жопа, понял? А вот теперь, Еще. ну ты пусть он рассосется. Еще. Хорошо. Вот так по краю, да, еще чуть-чуть? Да пусть он рассосется. Этот рис хорошо пьет. Очень хорошо. Все. А ну пошлепай такой. А теперь когда как влажная жопа. Смотри. А, понял? Аж соки прыскают из трусов, елки-палки, когда вот это вот бьешь. Вот так вот надо определяется, когда надо добавлять воды, когда не надо добавлять воды. Ничего не понятно, но очень интересно. Чего ты не рассказываешь людям секреты? Чего ты молчишь, немножко не елки-палки? так рассказал. Сейчас Так расскажи, как надо, что ж ты как этот. Вот когда практически не будет в жидкости, вот Ага. тогда надо стучать. Если звонкий звук, не тупой такой, то уже воды не надо. А если тупой, то есть наоборот. А что я не то Ой, у сказал? вас, по-моему, уже там вообще непонятно, что Мы вы просто там радуемся. Надю Мы радуемся. за Надю радуемся, Да, елки-палки. говори. Наливай. Наливай, Давид, давай, до дна, брат. Ты за Надю не переживай, все хорошо. Ребята, эх ты, Надя, Жека, молодцы. Слышь, она увидит это видео, как мы ее все поздравляли, скажет, Женя, я еще хочу. Ой, надо было на это. Я еще хочу так рожать красиво. Надо было снять. Надин? Да. Так, Катюня, там что-то вы... Да? Нет, ты что такая зачарованная? Тебя снимаю. Ребят, Это я тебя снял уже давно. снимай сюда. Вот до закладки риса мы клали черный барбарис. Теперь мы кладем вот этот прекрасный розовый. Еще и сказали правильно, Марат. Никакой изюм сюда не идет в этот плов. Ни кураги, ни нута, ничего. А там что, так все плохо в Фергане, да? Нет, вот именно этот плов делают вот аутентично, правильно я сказал? Аутентично, да. Это просто рис настолько самодостаточный, что туда ничего не надо, правильно? Ай, молодец. Еще немножко соли.
Ты что думаешь, я даром с ним 2 года здесь стою? Я уже пару слов запомнил. Аутентичный и самодостаточный. И Всё. филигранный. И АДВМС Рим. А еще гибакик. Да, вот гибаки. Дай-дай-дай-дай-дай-дай. Ай-тай-дай-дай-дай. А чего же цвет кирпича не добавили сюда воды? надо. Это сочно, мощно, не хочешь? Хорошо, там шкварчишь, здесь бурлит, Катенька. Марат, это Катюня. Так гриль так жарит, его не надо снимать, это просто шедевр. Покажи, как там танцуют рисинки, Марат. Мешай медленно. Ох и прелесть, Марат, ты хотел что-то сказать. А вот там, где, видишь, с этой стороны кипит меньше, значит, Ага. мы берем рис и перекладываем туда, где кипит больше. Все, Называется миграция. да, миграция риса в природе. Правильно. У вас в казане. Минут 5, вот сейчас мы ему дадим так побулькать, потом буду мешать его опять. Слушай, это не казан, а машина времени, ты понимаешь? На самом деле. Один большой холст, Пока здесь работаем происходит на жизнь. очень сильном огне, на очень сильном, ребят. Этот рис примерно пьет влагу минут 8-10. Вот за эти 8-10 минут у нас должно влаги здесь не остаться. Вот так, как ты рассказываешь за рис, за плов, вот Да. так вот грузины говорят за вино. Ну, из твоих уст это просто философия, это просто шедевр какой-то. Когда ты книгу уже напишешь? Ребята, какая книга. Не, Марат, Марат, Дайте рис заготовить. вы сегодня просто как будто бы лекцию читаете. Да. Ну, мы просто готовили уже ферганский плов. Вы прям Я хочу превзошли людям себя. донести, чем этот плов отличается от других пловов. Родненький которые мы мой, ты думаешь, у нас смотрят одни и те же постоянно, YouTube, чем хорошо приходят новые Люди люди, и они не спрашивают. смотрят, да, что там бы Люди готовили, они все время спрашивают, видят «Давид, ты мне налил, свежее. в конце концов, или нет? Я должен за Мирона выпить. Давай, может еще и не Мирон пока, ну, наверное, выпить надо. Не, Мирон, он у них давно Мирон. А, да? Блин, красивое такое мировое имя. Давай, Марат, за Мирона. Ого, налил так налил. За Мирона. Все, Наденька, Жененька, Мазальтов, Адмея Вейсрим, с рождением вас, Мирончика. Счастья ему и здоровья. Главное, Женю не напоите. За Женю не переживай. Давид, ты нам такую привезешь? Давид, ты нам такую привезешь? Там сейчас в Израиле акция. Да, там в Израиле акция. Приносишь пустую, тебе дают полную взамен. Мы ж 5 банок привезли. Куда вы ее израсходовали? Ну, торганули чуть. Как 5? Или 6? У вас что, 5 или 6? Не 5. Вы оба занимаетесь... Одна у меня дома, 2 здесь. Это Марат не донес. Остальное Ребята, за чистую правду. 5 не было. Все, я тебе баночку беру. Кстати, повези отсюда анализы. Там в Израиле очень даже принимают, я думаю. Так, что ты говоришь, тушим? Катенька. А. Сколько тебе лет, что ты сидя снимаешь? Моя ты хорошая. Давидка, выкати ее сюда. Играетесь, мне надо, чтобы плов был. Марат, ты делай, как тебе надо, все будет нормально. А оператор там возьмет и все снимет. Где тряпка наша, полотенце? Специально обученная? Скажи, мне надо сразу затушить или одеть? Затушить первым делом. Ну, отойди, давай, я готов. Это как в жизни. Горю, ребята. Горите? Ого! Вот так происходит момент бычкования. А это надо, чтобы там пепел был внутри? А ты жоги полезно. Самое вкусное. Все, Марат. Джан, готово? Давай. Скальпель. Что вы облизываете пальцы, Марат? Знаешь, как я перчик теребил. Серьезно? Так, а ну стой. На, профессор, держите. Держите. Созрели вишни в саду дяди Вани. Извини, дай, я поправлю. А у него скоро тоже будут, Марат. Мы уже заказали Я ему. на нем Да-да. отыграюсь. Давай, родненький, переворачивай. Есть. Это кто был? Что-то непонятное. Что, кузнечик? Все, порядок? Порядок. Накрыли, закрыли, хорошо? Хорошо. Все. Все в порядке. Там я перекрыл там эти клапана. Выдыхаем? Ребята, засекайте полчаса, потом мне подскажете, когда закончится.
Обычно он сам засекает. А тут что-то Мне разошелся. столько людей ждут плов, что они мне подскажут точно. Ишь ты, ай-яй-яй, командир, молодец, давай. Так, что там сосиски? Давидка. У-ху. Давидка, сожгли сосиски. Самый лучший гриль, ты посмотри, как он чвиркает. А Давид? Катенька, что сделали? Ну, надо же Слушай, ну не... потроллить вас. Да я думаю, что не надо. Ну что ты, да и без тебя хватает, кто хайп снимает, елки-палки. Ну снимай ты одно счастье, все будет у тебя хорошо. Что ты как это, ё-моё? Блин, Посмотри, Марат, Пошел, Марат, Марат, пошел, Марат, пошел. Марат, обалдеть. пошел аромат. пошел Наденька, сок. Наденька, это все для тебя, моя хорошая. Сегодня все ништяки, сегодня все поздравляют, даже сосиски тебя, все. Сейчас Жека с детьми приедет, и мы с ними передадим Наденьке плов. с колбаской. Огромный вейсрим. Да, вот ей именно сейчас колбаски Хорошо. и плов. А что нет? Нельзя, да? Ну, я не рожал никогда. Еще, просто еще не знаю. виски 100 грамм передайте. А, или ты бутылочку. рожал? Да, неоднократно. Я думаю, сейчас первое, о чем она думает, когда же я в спортзал вернусь. Ага. Просто Надя очень угорела. И мы вообще думали, сумасшедшая. что она в спортзале родит, елки-палки. Любимая сумасшедшая. Я не удивлюсь, если она сегодня тренировку вела. Она вела Вела? утром, да, А, тренировку. ну вот, нормально. Вы понимаете? Ну, Жека, повезло ж тебе. Или от плова, не дай бог. Ты хочешь себя увидеть через 5 лет? Если ты не будешь брить бороду. У меня борода и за неделю вот такая. Одно лицо, Маратик, повернись людям, покажись. Бороду я, конечно, такую отращу. Красава! А глубина взгляда, посмотрите, где взять Марат. вот такую шапку, шляпу, вот эту вот сумасшедшую? Да вон висит. Вон. Алина, Алиночка, елки-палки, ты что, иди сюда, ты что? Давай, мы доведем тебя до оригинала, Марат. Ценгундера. Да, смотри, Будулай вернулся. Ребята, не благодарите. Машина времени. Вообще-то Катя, я сделай. снимаю. Такое впечатление, что я должна А, фотографировать. серьезно? А ты думал, что? Я думал, ты просто стоишь и ржешь. По полу бутылкой. Марат, вы похожи на того гнома, знаете? Ой, только не много. Ну, вороны сегодня в ударе. Ты что? Мои Я не любочки. знаю, с кем ты училась, короче, но это пипец просто. каникулы, Серега. А чем они вам мешают, я не Девочки. могу понять. Ну, раньше Как не вот было ты такого. Поговорила бы с ними, Ребята, чтобы не так сильно каркали. А мне нравится, может быть. и вы тоже подписывайтесь. Даже если вороны, короче, нравятся, каркайте даже если тоже. вороны нравится наш канал, то по-любому вы должны подписаться, правильно? Правильно. А от нас многие отписываются. Как говорят в Молдавии, лари-видери. Так, что? Эх ты, гриль. Холодные травы. Это то же самое, что в Молдавии? Шолари Видери, да. А, правильно. Блин, ты шо, красота, обалдеть, мюнхенские. Вот хорошо, что есть гриль, да? Пока ты ждешь вот эти вот там 35 минут, 30, ты можешь спокойно Да, не ну, переживать, что ты умрешь с Мои голоду за это рецепторы не время. понимают, откуда запах. Вот такой шикарный. Так объясните своим рецепторам, Марат. Марат, смотри, у меня для тебя есть прямо аж пару штук. О, Гуччи. А чё ты? А я хотела сказать, вообще-то это Шанель. Ты правильно хотела сказать. Это я не то ляпал. Слышишь? Кто больше? Ребята, есть предложение? Трусарди. Дольче Габбана. Ковер у Липована. О, шикардос. Я там сейчас на всю Австралию улыбался только что. И Алечке нашей привет передайте. Такая у нас любимая есть там человек. Вы все не понимаете. Марат, а ну аккуратненько. Катюня. Ты шо, и Гуччи. А, я пойду принесу этот. Зачем? Нам с Америки принесли уже. Все, ты успокойся. Не, ляган я имел в виду. А, это да. А я пока сделаю красиво сейчас. Да ты шо? Сейчас все будет просто хорошо. Папарацци за деревом, слышишь? Что? Я говорю, папарацци за деревом. Рука? Так это специальный человек в Австралию снимает из-за дерева. Я понял. А вы так снимаете из-за дерева, что вас кенгуру не узнали или что? Катя, это просто очень горячо и вкусно. А зачем ты в миску складываешь? Пойду по людям сейчас. С миской? А с чем обычно ходят? Прошайничек? А, да. У нас же стройка. Дожились. Так, что это такое? Любимый соус Цукерберга. Вот это вот есть. Вот это вот немножко гранаты. Чуть-чуть добавим. Ты думаешь, там нету отверстия, чтобы красиво наливать?
Ты что, как они пляшут? Давай еще одну добавим, потому что людей много, а сосисок, чтобы получилось некрасиво. Ага, Марат, подожди. Стой, родненький. Сейчас Катюша дегустирует. Рыбы липованской уже отведали. Сейчас еще сосисок американских. О, у тебя нормальные пальцы? Не жалко. Просто очень горячо. О. Хочу с вами сфотографировать. Ага. Ты что, известный доктор, Катюша, с удовольствием. Я учился и заканчивал Одесский мединститут 65 по 70-е. Ёлки-палки. И потом, А я еще где-то там далеко был. специализировался много раз, приезжая на Ленина 11, теперь Решелевская 11. А, на Решельевскую. Хорошо. Давайте, с удовольствием. Я вас поздравляю. О, ты что, ёлки-палки, прямо с роддома. Оператор снимает. Надины дети. Ты моя Саша, ты чудо. плачешь? Большое спасибо. И вам огромное. Это старая Одесса мне напомнила мою юность. А мы таки делаем, что держим именно нотку. И все те, кто говорят, что Одесса уже не та. 100%. Да. А именно таки та. Вы не там ищете, ребята. Одесса таки та. Приходите как К Липовану в гости, да. И ваш род всегда ждут сосиски. Ребята, у кого там вилка недорогая? Там хотя бы одну попробуй, ну так не, ну я вас умоляю. На тебе вот одну, все. Хотя бы не себе, хотя бы доктору возьмите, да. Все, возьмите. Так доктору можно и рукой взять. Ребята, ваша собачка будет что-нибудь есть? А у вас нет вилок? Ну извините. У вас есть вилки? Берите. Да свежие, только с костра. Бери. А ну, одолжи одну людям, держи. Потом вам отдадут. Лена, верните людям вилки. Все, тебе и собачка. Держи. О, да, у тебя есть тарелка? Еще одна. Смотри, я им дал вилку, а ты им дай тарелку. Вот по-братски вот так вот, чтобы было. Все, скидывай прямо сюда. Леночка, сюда добавь вилку, а туда людям тарелку, правильно? Ника, молодец. Братик, давай как у бабушки. Все, вот ты молодчага. Что ты, да перестань ты, дай угостить людей. Что там у вас? Есть вилка? Берите рукой. Я вам сейчас так вот налью вот так вот немножко. Все, на здоровье. Поэтому надо. Именинники, все кто, что у тебя? Блин, у него опять нет тарелки. Раздайте всем тарелки. Дай ему прямо вилку в рот. На тебе липованский чупа-чупс, держи. Все, соси его до завтра. На тебе. Себе, это тебе и дяде Вове, понял? Ох ты шо. Ребята, у вас что, нечего? На тебе сюда, в колбаске. Вот так вот. Я же вижу, что он уезжать не хочет, поэтому я его держу максимально. Ребята, а вам? Тебе в тарелку или сюда? Вот так вот. Да вот, главное, чтобы они свежие были. Все, кушайте на здоровье. О, Пожалуйста. Так сосиску дай. Реликс таки песня. Это просто я вообще не... Сегодня. Будет сегодня. Ой, Чи- да сейчас уже будет, уже. Марат, ты мне часы подарил, а как ими пользоваться? Ты же не сказал. Хрен его знает, сегодня будет. Ну, часы красивые очень. Да тихо, тихо, тихо. Катя, я говорю, то сделай паузу. О, 8 минут, все нормально. Здрасте. Ты что? Здравствуйте. Вы что, тоже с роддома? У нас сегодня все с роддома. Поздравляю тебя. У тебя братик? У тебя тоже братик? Ты что, ваша мама красавица, а где ваша папа? Папа там по телефону разговаривает. С доктором? Поздравления принимает. От доктора? Тоже надо. Так и там поздравляют. Ребята, что у вас работа не забывала и всегда... Давид, твои сосиски были? Да. На, попробуй, родненький. И тебе осталось тоже. Ребята, а генеральный спонсор сегодняшнего выступления Давид, который скоро уезжает в Израиль. Если вам что-то надо, пишите Давиду в Инстаграм. Вот его Инстаграм, Вот его Инстаграм, подписывайтесь. да. Любые посылки, что туда, что сюда везет нормально. Никакой контрабанды, чистый чистоган. Что, пусть доедает, да? Правильно? Идем плов готовить. Сколько там минут осталось, Марат? Эх ты, класс. А, он пошел за столик? Да, это же подружка. Существует, да, через бонд. Таки Вове отправить 2 порции. Он таки уже все, он заболел. А потому что у Вовы вчера был день рождения, и в такие года, слава богу, что он сегодня живой остался. Так что все нормально. Мы ему отправим. Но он таки ждет. Молодчага, хорошо. Не сгорят у тебя сосиски? Это гриликс. Тут ничего не горит. Здесь только подгорает. Так, что? Марат, без очков ничего не вижу. Люди сказали, можно. Давай. Можно? Залинкни и открываем. Ребята, мы открываем крышку. Пандоры или кого там. Ну, Марат. Катюша, что ты там стоишь, как этот? Что-то мало плова. Как будто у бы вас тебя сегодня. себя не... Как будто бы тебя не позвали. Обалдеть. Дай, Серега. Да подожди ты. Тут же не хочется торопиться.
Я пробу сниму. Я руками Марат, всегда, люди знают. да я знаю, что ты. Боже мой, пахнет нежностью и ферганой. Что, долиной? Хорошо. Шедевр? Все тебе нравится? Сейчас я все это выберу, покувыркаю. Будем насыщать воздухом. Ты что, Марат, ну это... Еще живет. Он еле-еле, но живет. Добрый Владислав и вам, ёшкин ты кот. Ты что, в рынду дал? Ребята, дубль первый, кадр тоже первый. Владислав не просто на плов пришел, а еще и сыграть такие песни. Владислав, можно вас попросить сыграть? Сегодня ребенок в Одессе родился, что-нибудь известное. Happy birthday to you. Что-нибудь? Да, родился у человека ребенок. Happy birthday to you. Happy birthday. Марат, заплати ему. Тебя 200 гривен. Хорошо. Вот так вот евреи платят, ты видишь? Договариваются. И алки ты, балки, ты что? Уже сразу играть, сразу понеслась. Прибыла в Одессу банда из Амура. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Наденька, Мирончик, все для вас. Ты что, сегодня мы плов праздничный приготовили, правильно? Ферганский. Красава! Ай, Марат Мараджан! Спасибо, Влад. Ты что? Вы понимаете, какой маэстро? Не успел прийти, уже играет. Ёлки ты палки. Без репетиции и подготовки. Маратик. Что же надо? Смотри. Плов заканчивается, а мы все не снимем Нет, никогда. знаете, как Всё у меня нормально. папа говорил? Что? Кушать подано, садитесь жрать. Пожалуйста. Да, с удовольствием. Ага. Это что, нам? Смотри, да. Как нам? Тебе перчик, Тебе а чесночок, мне да? чесночок, да. Хорошо, Ну, по-братски, потому что много не осталось. Ты можешь следить за вилочками? Да. А как в Узбекистане едят фиргане? Руками? Руками. Хорошо. Давай я тебе покажу как. Я знаю как. На ковре. Ой. Блин. У меня же это. Поясничка, яичко, поясничка. Да я тебя подниму, я тебя умоляю. Что. Так нормально все. Ай, салам алейкум, брат. Ой. Будь в гостях, как в гостях, понял? Или как там говорят у вас? Елки ты палки. Бедный Марат. Ребята, всем рахмат. Что? С аппетитом. Рахмат. Спасибо. Что? Посыпался? Спасибо. Спасибо. А я думала, посыпался. Сереж, вот так смотри. Вот так на край. Ну вы бы сели поближе, что ли, друг к другу. Лягана вообще должно быть. На край лягана вот так Ага, берешь. ага. Вот, видишь, я рассыпаю. Вот так. Прижимаешь пальцами. Вообще, без большого они вот так 4 вот этими делают. Вот так берут, вот так. Ёба, серьезно? Вас Йоська научил? А что делать с большим? Засовывать, потом Облизывать. сосать. Нет, знаешь, есть такая легенда. Аксакалы, что они делают? Они брови смазывают после. Я не шучу. Я не против. Рот ест, глаза видят, нос ощущает, а брови как будто ничего не делают. И они поэтому их раз так, после того, как съели плов, они смазывают брови. У тебя есть брови? Сереж? Нет, я просто смотрю на Марата усы и понимаю, что даже если бы у меня были брови, это ни о чем вообще просто. Ребята, от всей души, с хорошим Он настроением. больше не может сидеть там, а уже хочет встать. И плов ему не в милость. Сиди, Аксакал, сиди. А я тебя буду смазывать. Что ты мне смазываешь? Друзья, всем пока-пока. Чао. Чао. Теперь подымай меня. Не, сначала тарелку забери. Давай, брат, папа. Вот Аксакал. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Гости ресторана «Одесский Липован Архимус». А, ты как всегда снимаешь? Маэстро Владислав, очень рад вас видеть. И мы начинаем программу в 2 отделениях «Музыкальный вечер». Да вы что? Ресторан «Одесский Липован Архимус». Пожалуйста, можете подходить, заказывать музыку. Мы исполним любые эстрадные популярные мелодии, оставлять для чаевых. Цена одной песни 200 гривен. И мы начинаем наше первое отделение музыкального вечера. По традиции открывает в этом ресторане «Одесский Липован Архимус» вот уже 2-й год
одесская музыка. И сейчас прозвучит Исаак Дунаевский, песня об Одессе из оперетты «Белая акация», Леонид Утесов «У Черного моря». Спасибо. Ребятушки, можете даже не заказывать, мы все равно для вас играем. Так что спасибо. Спасибо вам, пожалуйста. Нет, Спасибо Алине, собственно, написано. Не, заказывайте, все нормально. Главное, чтобы были у вас деньги, а так он будет играть без остановки. Да? Ой, шедевр, я молчу. Боже мой. Гимн города Одессы. И в каком роддоме вас мама нашла? Это просто шедевр какой-то, надо вон там памятник поставить. И что? Таки музыка? Ой, какая музыка. А чуб какой у него красивый, ты понимаешь? Ай, да. Опача! А вы сейчас не трогайте, смотрите, что она будет делать. Смотри, она сейчас поулыбается, увидит сейчас эту бирочку и начнет ее аккуратненько грызть. Ребята, всем крепкого здоровья, до скорых встреч. А теперь уже пока-пока. Марат, дай. Чао. Эй, Жека, теперь за Надю. Ого!